Предлагаю первым сделать тюльпан, потому что я планирую сделать несколько видов цветочков. Для этого мы набираем 6 столбиков без накида зеленым в кольцо амигуруми. Так, набрали. Соединительный столбик. Первый ряд у нас заканчивается. И уже меняем цвет пряжи. Будет такой нежно-розовый. Делаем петлю подъема. Так, надо разобраться со всем вот этим. Значит, оставляем хвостик для пришива, не для пришивания, а чтобы потом у нас получилось еще стебелечек будем оборачивать. Ну, в общем, немножечко оставляем вот такой кончик. А здесь продолжаем вязать. Вяжем прибавки в каждом столбике, то есть в конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида. Немножко запутать. Делаем соединительный столбик. Смотрите, у нас вот это здесь кусочек ниточки остался. Я его вывожу наружу, чтобы он у нас там не потерялся. Так, третий ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Соединительный столбик, петля подъема, четвертый ряд. Вяжем 18 столбиков без накида. И дальше 4, 5, 6, 7, 8, 9. До 9 ряда. 6 рядов мы вяжем 18 столбиков без накида. Дальше провязывайте сами. Заканчиваю 9 ряд. Отрезаю так, чтобы у нас осталась ниточка для сшивания. И соединяю
И соединяем между собой 9 ряд. Вот так ровненько, красивенько получился. Косичка везде идет. Вставляем сюда иголочку и продолжаем. Вставили иголочку. И теперь заполняем холофайбером наш тюльпанчик. Наш тюльпанчик красунчик. Так. Теперь нам нужно его стянуть вот так посередке. Теперь мы стягиваем посередке. И теперь еще надо стянуть вот с этой стороны. Можно захватить даже не за край, а, наверное, за предыдущий, между 8 и 9. Тогда более четкий такой будет тюльпанчик. Так. И теперь надо здесь стянуть. Я сначала беру верхний ряд. Смотрим, чтобы посередке было. Сначала за верхний ряд прихватила. Так у нас будет. Стянула. А теперь на ряд ниже опускаемся. Между 8 и 9. Еще так прихватываем. Тогда, видите, более такие прорисованные получаются вот эти наши лепесточки. И возвращаемся. Вот так. Мне очень нравится. Все, я запутываю ниточку. Можете завязывать узелочки, можете не завязывать узелочки. Я не завязываю, я просто немножечко запутаю сейчас нитку и все. Обрезаю ниточку. Вот он, наш бутончик. Теперь сажаем наш цветочек, наш бутончик на зубочистку. Можете промазать любым клеем, можете сажать на пистолет. Главное туда поглубже, чтобы зубочистка вошла поглубже. Вот. И теперь наматываем стебелек. Вот за что я не люблю клей, что пистолет, что от него остаются иногда следы, когда они не нужны. Пройдусь еще раз.
Ну, а здесь в конце вот, да, закрепить пистолетиком очень даже хорошо. Так, кончик закрепили. Вот такой тюльпанчик у нас получился. Пришло время сажать. Вставляем его в горшочек. Вот так. Здесь мы приклеиваем магнитик. Пока трясется, уберешь. И вот он, наш цветок, готов. И вот смотрите, если мы не будем его вот здесь вот закреплять, мы с вами можем вполне спокойно. Надоел нам розовенький цветочек, мы захотели посадить другой. Мы взяли и посадили сюда подсолнушек. То есть в этом горшочке мы, получается, можем с вами менять цветочки. Хочу сегодня такой, а завтра другой. Свяжем еще какой-нибудь. Сейчас свяжем другой цветочек. Следующий цветочек я решила сделать из вот таких двух оттенков. Наверное, все-таки серединка будет светлая и голубенькие лепесточки. В кольцо амигуруми набираю 6 столбиков без накида. Соединительный столбик. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. В конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида. Соединительный столбик мы делаем, мы здесь уже закрываем, это будет серединка нашего цветочка, поэтому я вытаскиваю и соединяю так, чтобы у нас был бесшовный, без обрыва. Угу. Вот такая у нас будет серединка. Вторую часть, это получается задняя часть, точно так же вяжем зеленым цветом. Я, наверное, посветлее возьму. Вяжем зеленым цветом. У нас получится также в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. И прибавки во втором ряду 12 столбиков. Вот наши две половинки.
мы их соединяем и начнем вывязывать лепесточки. Лепесточки я решила голубенькие, чисто так, чтобы разные цвета были цветочков. Так, вывожу. И делаю 4 воздушные петли. Три накида. И вводим сюда же. Вяжем столбик с 3 накидами. В соседнюю петлю вяжем 2 столбика с 3 накидами. Теперь столбик с 3 накидами делаем, теперь мы делаем 4 воздушные петли и провязываем в соседний столбик. Соединяем соединительным столбиком. Вот такой лепесточек у нас получится. 4 воздушные петли, столбик с 3 накидами сюда же, два столбика с 3 накидами в соседнюю, тут у нас зелененькая, в соседнюю. Четыре воздушные петли, провязываем в соседний столбик соединительным. Так. Вот у нас лепесточки получаются. 4 воздушные петли, столбик с 3 накидами сюда же, в соседнюю столбик с 3 накидами, и еще один. И 4 воздушные петли в соседний столбик. Здесь смотрим, чтобы совпадало. Так, соединительный столбик. Такой цветочек у нас получается. Довязывайте сами. Вот я довязала последний лепесток. Вот он, наш цветочек. Здесь прячем ниточки, можем завязывать узелочки, можем не завязывать узелочки. Слегка
на один узелочек. И остальное можно спрятать. Можно иголочкой протянуть дальше, можно просто обрезать. Вот такой цветочек. Следующим шагом мы что делаем? Мы, естественно, вместе с вами сажаем его на зубочистку. Вот у меня зубочистка. Мы, как и в предыдущем цветочке, вставляем сюда зубочистку, подклеиваем ее и оборачиваем стебелек. У нас получится вот такой цветочек. Я думаю, вы справитесь сами. Решила связать еще хризантемку. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Дальше будем вязать по спирали. Я ставлю маркер. И во втором ряду мы вяжем 6 прибавок. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. А вязать будем за задние полупетли. Третий ряд. В третьем ряду мы вяжем столбик без накида прибавка, также за задние полупетли. В конце ряда 18 столбиков. Закончили. Делаем соединительный столбик и обрезаем эту ниточку. Такая улиточка у нас получилась. Теперь мы с вами находим начало ряда. Вот оно. И будем провязывать в передние полупетли вот сюда.
Так, вставляем ниточку и провязываем 6 воздушных петель. И соединяем соединительным столбиком в соседнюю петлю. Вот она. Соединительный столбик. Опять 6. И соединяем соединительным столбиком в соседнюю. Снова 6. И в соседнюю. И так вяжем до конца. Дальше провязывайте сами. Вяжем по спирали до конца. И крайний ряд мы тоже вяжем за передние вот эти полупетли. Довязала хризантемку до конца ряда. Теперь обрезаю ниточку, оставляю для пришивания. Я не знаю, какой лучше пришить будет, зелененькая или оранжевая, поэтому немножечко оставляю, так чтобы можно было пришить. Все. Одна часть хризантемы у нас готова. Вторая, это задняя часть. Мы будем делать зеленого цвета. Так как здесь у нас в ряду 18 столбиков без накида, значит и задняя стеночка зелененькая у нас должна быть доходить до 18 столбиков. То есть мы в кольцо амигуруми делаем 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок. И в третьем ряду мы делаем столбик без накида, 1 прибавка. У нас получится 18 столбиков. Я думаю, с этим вы справитесь прекрасно. Мы уже это только что делали недавно. Поэтому провязывайте сами. Вот я провязала заднюю часть нашего цветочка. В ряду у нас 18 столбиков без накида. Обрезаю ниточку. Теперь нам нужно соединить эти две части. Берем иголочкой и пришиваем. Либо оранжевая, зелененькая, наверное. Оранжевую можно убрать. Я думаю, зеленая будет красивее. Начинаем соединять две детали. Здесь мы сшиваем вот за задние полупетли, у нас они остались. Ну, а здесь можно за обе, можно только за задние, тогда у нас получится вот такая окантовочка, а можно полностью. И пришиваем петелечку к петелечке.
Теперь складываем и пришиваем. Здесь, смотрите, видно вот эти задние полупетли, за которые будем цепляться, а здесь будем тоже за задние пришивать. Можно прям так. Не забудем серединку наполнить холофайбером. Немножечко. Сейчас наполню холофайбером. И пришиваю дальше. Заканчиваем. Такая хризантемка. Задняя часть. Ну и все делаем, как и в предыдущих вариантах. Вставляем сюда зубочистку. И у нас получится вот такой цветочек. И вот наша хризантемка готова. И ее смело можно сажать в горшочек. Вот так. Подсолнушек я не вязала. Я думаю, вы умеете. Теперь можно сажать любой цветочек.